Буквально в прошлом ролике мы обсуждали предстоящее нововведение в eFootball в виде функций, связанной с сокровищами, охота за сокровищами, как Konami внезапно сами объявляют о скорейшем появлении этой функции в игре. И мало того, что они подтвердили, что она появится уже завтра, так и более того, они выкатили отдельный трейлер, связанный с этой функцией, и выкатили отдельную страничку, на которой постарались, хоть как-то, но объяснить, что это из себя будет представлять. Наконец-то показали скриншоты и объяснили хоть какой-то принцип работы этой функции. Поэтому давайте суммируем всю имеющуюся информацию и постараемся вынести вердикт по этой функции. Пока что ее еще не щупаем, но это дело времени. Как бы то ни было, рад вас приветствовать на канале Realistic PS. Своими предположениями и в целом впечатлениями делитесь в комментариях. Ну а мы начинаем. К слову, если вам необходимо пополнить ваш баланс монеточек в eFootball Mobile или в любой другой мобильной игре, то вам на PlayRock. Ведь на их сайте собраны одни из самых выгоднейших предложений на рынке. А также вы всегда можете предложить свои товары и услуги. А если вы обладатель такой платформы, как ПК, и играете в Steam, и вам необходимо пополнить его баланс, то это также можно сделать на PlayRock с наименьшей комиссией на рынке. Приобрести монеты и все остальное на их сайте вы можете в пару кликов. И что самое главное, безопасно. Все это и не только вы сможете найти по ссылке в описании и в закрепленном комментарии. Ну так, о чем это я? Точно. Итак, наконец-то мы поняли, как именно будет выглядеть эта самая сокровищная цепочка. По сути, это все то же самое бинго, которое мы наблюдаем в самой игре. И это самое бинго и будет являться теми самыми ценными предметами, которые мы и будем ставить в качестве основной ставки для игры с другими пользователями. В рамках этой цепочки у нас будут самые различные предметы, начиная от стандартнейших поинтов, тех же самых поинтов добавления навыков, поинтов выбирания буста и заканчивая золотыми монетами и отдельными карточками амбассадоров. Но думаю, что только ими все дело не ограничится. Как сообщает Konami, у нас будет 3 типа сокровищ. В принципе, мы обсуждали это и в предыдущем ролике. Это стандартный тип, это большой куш и особые сокровища. Стандартные, в принципе, подтверждают свое название. Здесь мы наблюдаем поинты, ГПшки и одну крутку на какой-то пак. Тогда как особый куш представляет собой сокровищную цепочку, состоящую сплошь из подарочных круток. Правда, все еще непонятно, на какой именно пак. На один из имеющихся, наподобие Рауля или какой-то специальный пак, пока что остается непонятным. И особое сокровище, которое представляет для себя самые что ни на есть различные предметы. Это элементы украшения для вашего стадиона, и золотые монеты, и даже специальные карточки, опять же, с амбассадорами. Здесь хочется немножко отвлечься от странички, на которой вся эта функция расписана, и обратиться уже к трейлеру, потому что там засветили также интересный кадр, на котором присутствуют различные версии Неймара. И я так понимаю, это все те же самые карточки, которые также в игре смогут, скорее всего, фигурировать. Здесь мы наблюдаем уже знакомую нам молодую версию Неймара. Также можно заметить Неймара с розовыми волосами. По-моему, у него такой фейс был во времена PES 2020. И другие версии Неймара времен игры именно что за ПСЖ. И я это все к тому, что в рамках данной функции, скорее всего, мы сможем увидеть и другие версии карточек тех же самых амбассадоров. Как минимум, вот Неймара нам уже отчасти показали. Правда, не совсем понятен момент, где перед нами предстает целая команда из 11 Неймаров. Будет ли это являться также частью функции, но во всяком случае, что имеем. Как мы можем заметить уже на данном скриншоте, у нас будет 4 ячейки для вот подобных сокровищных цепочек, состоящих из этих цепочек бинго. 3 из которых мы сможем получить от других пользователей. То есть какой-то пользователь показывает свою такую же цепочку бинго, и мы сможем ее себе добавить, вплоть до 3 свободных слотов. Тогда как один оставшийся слот, по идее, вроде как наш, и мы его получим за банальный вход в рамках какой-нибудь кампании. А теперь внимательно следите за моими пальцами и постараемся разобрать всю эту ахинею. Один из игроков получает один из видов сокровища, либо стандартное сокровище, особое, либо большой куш. Вне зависимости от типа, который он получил, он это сокровище может выставить на всеобщее обозрение. И всякий раз, когда вы будете играть против подобных соперников, у которых сокровище выставлено на показ, вы сможете закрывать ту или иную клетку и зарабатывать, по сути, те самые награды из цепочки, которые представлены у пользователя. И наоборот, вы публикуете свою цепочку бинго из определенного типа сокровища, стандартного, большой куш, особое сокровище, и другие пользователи также смогут брать вашу цепочку и постепенно ее закрывать. И, в общем-то, наоборот.
Правда, все еще актуальным остается вопрос, а как именно мы сможем получать стандартные сокровища, особые сокровища, большой куш, как именно это будет все распределяться. Впрочем, как и много других вопросов, которые касаются этой функции, все еще остаются актуальными, но по большей части основную суть, мне кажется, мы смогли уловить. Осталось все это дело, как я говорил ранее, пощупать, чтобы уже окончательно понять, что есть что. Как бы то ни было, подобная возможность появится у нас уже завтра. Я думаю, что после всего этого я запишу отдельное видео с обзором обновления в четверг, поэтому надолго с вами не прощаюсь. Ну а сейчас приглашаю вас всех в комментарии под этим роликом, что вы думаете на весь этот счет, как вам подобная функция, привлекает ли вас возможность заработать дополнительные монеты, новые карточки, которые не фигурировали в тех или иных паках. В общем-то, обо всем этом и не только, пишите в комментариях. Также поддерживайте это видео своими большими пальцами вверх, подписывайтесь на канал, если находитесь здесь впервые, и прожимайте колокольчик для уведомлений. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и до скорых встреч!